Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу о том, как приготовить карпа, фаршированного яблоками. Это самое простое блюдо, которое можно приготовить из этой рыбы. В прошлых видео я показал, как его поймать, а сейчас будем готовить. Я написал в своих комментариях, что масса рыбы 4 кг, но я ошибся. Его масса 3 кг 200 грамм. Для приготовления нам понадобится карп массой 3 кг, 1 лимон массой 150 грамм, килограмм не самых красивых яблок, 30 грамм приправы для рыбы, в ней уже есть соль, и рулон самой обычной пищевой фольги. Еще можно использовать майонез, но я им не пользуюсь, потому что сейчас весна, рыба жирная и можно обойтись без майонеза. Если вы будете готовить летнего карпа, то желательно использовать майонез, чтобы он был более жирный. В первую очередь необходимо почистить рыбу с помощью чистки и ножа. Я начинаю чистить рыбу от хвоста к голове. Чешую снимаем чисткой. Вот чешуя снята. Теперь берем острый нож, распарываем брюхо по центру и достаем внутренности. После этого тем же острым ножом вырезаем жабру из головы. Приподнимаем жабру, подрезаем у основания с одной и с другой стороны. После этого карпа нужно хорошо промыть под холодной проточной водой. Хорошо вымываем брюхо и верхнюю часть. Подождем, пока с рыбы стечет вода, она слегка обсохнет, и после этого начнем натирать ее специями внутри и снаружи. Теперь с помощью большого острого ножа делаем надрезы на верхней стороне рыбы для помещения в них лимонов. Надрезы делаем слегка под наклоном верхней части, возле спины. На расстоянии примерно 1,5 см друг от друга. Вот получились такие надрезы. Теперь обильно натираем рыбу снутри и снаружи специальными специями для рыбы. Здесь уже соль есть. Теперь мелко нарезаем лимон полукольцами. И помещаем кусочки лимона в надрезы. У меня получилась такая симпатичная рыба. Теперь ей необходимо дать пропитаться специями и лимонами в холодильнике. Для того, чтобы она не обсыхала, я использую такой длинный пакет, а затем она будет замотана в фольгу. И в таком положении я помещу рыбу в холодильник на ночь. Вот прошла ночь, и можно приступить к дальнейшему приготовлению карпа. Теперь берем пищевую фольгу, расстилаем ее и промазываем оливковым или подсолнечным маслом. В месте контакта рыбы с фольгой выкладываем сюда рыбу из пакета.
Теперь берем яблоки, очищаем их от сердцевины и нарезаем небольшими кубиками. И фаршируем живот рыбы резаными яблоками. И чтобы яблоки не выпадали из живота рыбы, зашиваем его с помощью большой иголки и грубой нитки. И в конце завязываем узел. И сверху пройдемся майонезом, для того, чтобы шкурка получилась более зажаристая. Карпа заматываем в фольгу и будем ставить в духовку. Накрываем вторым слоем и по торцу закатываем. Для лучшей жесткости используем второй слой фольги, чтобы сок не вытек на противень. Промажем тоненьким слоем подсолнечным маслом противень и положим на него карпа. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно около получаса, после чего фольгу нужно снять, для того, чтобы образовалась корочка, и еще потушить рыбу минут 20. Вот прошло полчаса, и рыба уже наполовину готова. Теперь необходимо снять верхний слой фольги, для того, чтобы образовалась красивая румяная корочка. И осталось еще подождать примерно 15-20 минут для образования красивой золотистой корочки. И вот прошло 20 минут, и можно проверить, что же с рыбой. Как видим, появился красивый налет и симпатичная корочка. Прокалываем рыбу. И видно, что зубочистка ходит легко, значит рыба готова. Самое толстое место возле спинки нужно быть мягким. Здесь все мягко. Вот такой получился карп, запеченный с яблоками. Это будет самый необычный подарок для любимой жены на день рождения. Теперь осталось его снять с фольги, порезать на кусочки и можно подавать гостям. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как запечь карпа с яблоками в духовке. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.